Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами Вивьена на канале Вивьена, ведунья Вивьена. А на другом канале вышло видео, где мы тоже рассмотрели очень интересную тему, и она вышла соответственно с тем, что сейчас идет через хроники Акаши по потоку. А здесь мы говорим о нас, о нашем будущем, что нас ждет, как нам это предпринять, чего нам опасаться. Также вас приглашаю на второй канал в YouTube, я вам сказала, и в группу Telegram. Пожалуйста, приходите, мы там общаемся. Мы там просто общаемся, я вам даю очень-очень много интересного. Ссылки в описании, в закрепленном комментарии. Также, кому надо лично, обращайтесь ко мне лично. Вот номер, сначала плюс, потом все цифры. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Пожалуйста, пишите. Пишите буквами. Вайбер, WhatsApp, Telegram. А теперь у нас такая тема. Я очень вам благодарна за ваши донаты, за ваши комментарии, за ваши отклики. Спасибо, спасибо, спасибо. И спаси вас Бог. В те времена, в которые мы живем. А мы живем в очень тяжелые времена. И 23-й год, я уже многие вещи вам говорила, что будет происходить, достаточно сложный. Он будет проходить под планетой Марс. И Марс, вы понимаете, что это Марс. Обо всем я готовлю видео о том, что можно ждать и ожидать в 23-м году. А сегодня у нас очень правильное и правдивое гадание. Вам письмо от высших сил. Какую правду вы должны узнать? Вам письмо от высших сил. Я делаю всегда в одном варианте, потому что если сходится, то это ваше, и это правдиво. Если не сходится, значит закрываете, идете по ленте дальше, или можете смотреть у меня на странице другие видео. Рекомендую посмотреть на втором канале видео, там оно на кофе. Очень интересный расклад, но там так получилось, что что-то было, какие-то недоразумения в Ютубе, и в ленте не вышло сразу, а вышло уже потом. Ну, что ж теперь делать? Так, вам письмо от высших сил. Давайте посмотрим, что высшие силы хотят вам сказать во первых строках письма. Во первых строках письма высшие силы хотят предупредить вас о том, что надо объединяться. Вот видите, прям ангел. Что призывайте ангелов. Как хотите, верьте. Кто-то верит, кто-то не верит. Но это ваше дело. Просто просите, поднимайте руки кверху, к небу и радуйтесь. Еще говорит, что вам нужно обращаться к людям. Кто-то будет обращаться к священникам, кто-то будет обращаться к людям, у которых много силы. И нужно объединяться и советоваться. Не надо принимать скоропалительных решений, особенно что касается мужской половины или людей, видите, здесь король кресте, или людей в форме. Нельзя скоропалительные решения. Все нужно очень-очень взвесить и обдумать, и с кем-то даже посоветоваться. Это вот правду, которую вам хочет сказать высшие силы. Что дальше вам говорит? Да, он говорит, объединяйтесь со своими родственниками, близкими. Лучше вообще с кровными и с близкими. Если у вас вторая половинка есть, если то есть муж, находите, объединяйтесь. Не может человек быть один, как перст. Он должен быть вдвоем. Что высшие силы вам еще говорят? Они говорят, опасайтесь, оберегайте свою семью. Прям четко здесь, видите, прям кровные идут. Оберегайте свою семью, своих детей, братьев, сестер. Объединяйтесь с ними со всеми. Никого нет ближе, кроме них. Это вам хотят передать высшие силы, и это есть правда, которую вы должны знать. Вы должны знать, что в вашей семье есть какая-то злая ведьмаха. Ну, так говорю, ведьмаха. Злой человек, очень злой человек, который вот своим ложкой дегтя все вообще портит всегда. От ее нужно отстраняться, переделать ее, переубедить невозможно.
Нужно просто сделать ей занавес, и чтобы она не могла зайти на территорию, где вы все вместе. О чем говорят высшие силы, что в письме вам пишут? Что если у вас закончился какой-то этап, и этап у вас действительно закончился, если у вас вдруг разногласия в семье или между вашим молодым человеком, мужем, то нельзя отчаиваться, нужно договариваться о встрече, о свидании, просто о встрече, поговорить, поговорить. Вот здесь идет, начни все сначала, поговори, разъясни все нюансы, поставь все точки над «и». Что хотят сказать вам высшие силы? Что нельзя сейчас конфликтовать, орать, злиться, злословить. Тут вообще просто объединяйтесь. Не требуйте того, чего не можете сделать. Или не требуйте того, чего не может сделать рядом с вами человек. Просто помогите вместе выйти. Что вам высшие силы еще пишут в вашем письме? Да, она опять предупреждает, что в вашем окружении есть женщина злая, или она просто сама по себе злая, или такая вот, которая бегает по каким-то бабкам, или сама чего-то делает, шипит, как змея. Пиковая дама, уже в возрасте не молодая. Что еще опять вам говорят в письме высшие силы? Опять они говорят, только семья, только все вместе, только люди, которые с вами вместе по крови или единомышленники, могут вам помочь в вашей жизни. Объединяйтесь, узнавайте друг от друга что-то новое, знаниями делитесь, помогайте давать знания себе, вашим детям, внукам и так далее. По-разному тут идет прям семья, семья, семья. И в этой, как бы, кто у вас есть в Водолее, то эти необычные люди по знаку зодиака будут именно своей необычностью давать вам движение вперед. Прислушайтесь к ним, потому что очень часто они так странно себя ведут, а оказывается, что это есть истина. Что вам хотят сказать опять? Ну, посмотрите, что бы ни делал, не доставал, все идет. Семья. Здесь опять карта Данай и его 50 дочерей. И тут говорится, уберите вот эту вот тетеньку из своего окружения близкого или из родственного, и все объединяйтесь. Для чего вам высшие силы говорят объединяться? Сейчас еще одну карту такую положу из колоды мифологической. Они говорят вам объединяться, потому что Марс движется, фаэтон, огонь. Движется огонь, Марс. Марс это схватки, это бойни, это бывает и кровь, это бывает конфликты, несогласия. А вам говорят, для того, чтобы все это преодолеть, объединяйтесь. Вот почему объединяться. Потому что идет какой-то огонь. Огонь, я говорю, образно. Огонь, пожар. Так, давайте смотреть вот так. Что вам, какое в письме еще говорят высшие силы, что за правду вам нужно знать. Вот опять вам говорят, если вы будете ругаться, перечить друг другу, будете вступать в конфликты, то это все приведет вас к затяжным болезням или просто к каким-то вещам депрессионным, и где кукуй не кукуй может запеть. Да, видите, что если вы будете с кем-то перечить, будет разлад, то есть сейчас нужно все восстанавливать, и вам это высшие силы передают. А я вам передаю через вот регрессию, я вот в поток вступаю, кто у меня был на личных раскладах, потом пишут, что прошло время, а сбылось и то сбылось, и вот это сбылось, и вот это. Спасибо, я говорю, только не программируйте, потому что многое то, что не нравится нам, что выкладывают, например, символы, мы можем исправить. Я вам показывала такой расклад цыганский, где мы можем, как можно по картам исправить предзнамение, по-другому переложить. Так, что еще говорят? Они говорят, если вы прекратите драться, кусаться, конфликтовать друг друга, даже, может быть, и убивать, образно или как метафизически, в любом случае, только тогда вы станете сильнее вот этого быка. Вы станете мощью великого. Да, и тогда, вот когда вы соединитесь со всеми, у вас будут и
отношения между мужчиной и женщиной, им отношения в коллективе, отношения в семье. Вы понимаете, вдруг увидите, что мир так прекрасен, что мир прекрасен. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасно. Ой, ну все, начала, простите. Простите, не туда полезла. Певица из меня еще там. Ну да, оно говорит еще, то есть готовься, сейчас готовься, пока плацдарм готовь к свету и к добру. Проси у кого-то прощения искренне, если тебе надо у кого-то попросить прощения. Искренне за то, что если ты сделал что-то не так. И чуть-чуть осталось времени ждать. Что наступает, и что говорит высшие силы, что наступает? А наступает, что те, кто не будут недоразвиты, им придется смириться, и они будут, как в оковах, просто никем. Их как бы потянет назад возврат. А вам высшие силы говорят, что нельзя этого делать, иначе будет полное истощение и болезни. А вам говорят, что возьмите это свет, объединяйтесь с людьми, находите общее с вашей семьей. Только семья вам поможет, только общие люди вам помогут. Научитесь взаимодействовать друг с другом. И что тогда вам даст это? А тогда вам даст новое. У кого-то действительно будет свадьба, а у кого-то карта невесты это говорит о том, что все блага мира, все красивые наряды и платья, все благости разноцветные, а в этом году надо Новый год встречать вот в таком красном, желтом, ярком, вот ярком. Все будет у вас. А кто не примет это, то будет раздробленность и беспорядочность. Поэтому здесь сейчас вам высшие силы в этом письме как бы последние дают вам шансы, предупреждают и говорят: сделай шаг к свету. Сделай шаг к свету, только свет даст тебе эту радость жизни и объединение с людьми. И на высших вибрациях вы все вместе пойдете к свету. Пишите в комментариях. В комментариях пишите, я вам говорила про то, чтобы отдать боль, которая в нас есть, боль черноты, боль физическую, боль духовную, отдать ее Творцу. Я отдаю свою боль Всевышнему. Она как воздух, она как вода. Да будет так. Жду вас в Телеграм, ссылка в описании. Кто не может по описанию зайти, просто по номеру набирайте в Телеграм и просите: дайте, пожалуйста, ссылку на группу. Нас там уже много. Пока-пока, с вами была Вивьена.